Всем привет! Зовут меня Степан, и я вас знакомлю, как обычно, с новыми печками. Сегодня мы с вами оказались в Воронеже, и компания Astov представляет первую свою круглую печку. Она будет называться Astov R1. Мы вчера делали первый пробный запуск, и сегодня короткий обзор, я не буду ее разбирать. Не буду показывать вам все режимы горения, мы просто ее с вами сегодня увидим, посмотрим, как она горит, как она смотрится. Ну и в комментариях вы можете оставить свои какие-то замечания, потому что это прототип. И в серию, в такую широкую серию, печка поступит чуть-чуть попозже. Пойдем. Вот Александр ее только что запустил. Что-то жиденько. Ну-ка, ты сделай перерывчик. Потом ты можешь включить саму. Сейчас мы ее немножко быстрее раздуем. Печка подового горения, нету у нее колосника, вообще нету, но очень сложная, очень интересная подача воздуха. Значит, часть воздуха на под. Здесь сейчас за дровами не видно. Видите, вот тут на задней стенке отверстия. Точно такие же отверстия находятся ниже. И воздух приходит в них для розжига, когда ручка открыта полностью. В этот же момент воздух приходит вот отсюда, с передней части, на под. И мы с вами увидим попозже, появляется очень интересный эффект горения. Вижу такое впервые, когда пламя в круглой печи заворачивает по боковым стенкам к задней стене. Оно не стремится на стекло, поэтому стекло, скорее всего, очень долго будет оставаться чистым. Вот здесь пламени нет вообще. Нет, соответственно, вот этих мелких частиц, которые на нем оседают. Вы все увидите сами, чуть-чуть попозже. Это классический вторичный дожик. Находится он, посмотрите, выше середины топочной камеры. И примерно половина, может немножко больше, объема воздуха приходит на стекло. Вот здесь. Почему долго так держу горелку? Обычно я пользуюсь березой, но здесь у Astov держит дубовые дрова. Дуб сложно стартануть, но здесь он хорошо сухой. Если дуб сырой, то, скорее всего, с розжигом вы прям промудохаете. Печка, посмотрите, имеет доводчик, он сейчас немножко жестковатый. В серию печка придет уже с такой более мягкой дверью. Вот сейчас с начала розжига прошло где-то минут 15. Она черная стояла. Вы видели, даже при розжиге с прошлого раза печка догорала на минимальном режиме. Черная была камера. Сейчас она уже вся полностью, посмотрите, выгорела. И посмотрите, сейчас уже хорошо виден эффект, что пламя вообще не стремится к стеклу. Посмотрите, подача воздуха, она отбивает пламя к задней стенке. Я потом положу одно полено, и вы увидите, как из него с двух сторон выходит воздух и прямо стелется по боковым стенкам назад. Очень необычный эффект. Так, еще обращу внимание, что по опыту вчерашнего дня вот эта ручка, сколько мы топили печку, наверное, часа 2,5-3, она нагрелась, она была теплая, но за нее можно было свободно браться руками. «51 сантиметр по радиусу, точнее по диаметру, по ширине. 1,10 м по высоте. У печки прямо сейчас заложен такой конструктив, что будет, возможно, будет довольно много модификаций. То есть она может быть круглой, она сможет вращаться.
Она может быть выше, ниже. Вместо боковых стенок верхней крышки, возможно, появится камень или керамика, по желанию. Печка сможет иметь механизм вращения. Она, естественно, имеет подачу воздуха извне. Можно подключаться сзади, снизу. Вермикулит. Есть детали, которые нужно будет заказывать оригинальные, но большинство деталей будут спроектированы таким образом, что вы можете взять обычный простой лист вермикулита и вырезать эти детали сменные самостоятельно. То есть проблем с запчастями у вас вообще быть не должно. Но еще очень важный момент. Аналоги этой печи, ну такие прямые аналоги, весят примерно, ну не в 1,5, но процентов на 30 меньше. То есть это тяжелая, серьезная, массивная, очень добротная печка. К слову, опять же, очень сбалансированная печка получилась по горению, и удивительно, но получилось практически с первого раза. О чем я говорю, когда говорю о балансе горения? О том, что дрова не сгорают мгновенно, не сгорают моментально. И вот этот классный режим, когда одно-два небольших полежка могут работать 40 минут в час, это вот как раз про эту печку. Минимальный расход дров, чистая камера, чистое стекло. Супер. Кто-то из вас обратит внимание вот на эти два пятачка. Скорее всего, в такой постоянной серии они исчезнут, и, возможно, появится там цельная пластина. Ну и печка внутри немножко изменится. Я повторяю, что это концепт. И какие-то доработки в печи появятся. Рядом со мной мальчик, который стесняется. Да не стесняйся. Это Дмитрий, директор компании Астер. Я тебя поздравляю. Мы очень долго просили. Мы долго стремились. Мы долго стремились. Мы долго стремились, а вы долго просили. Ну, у нас что-то вроде получилось. Слушай, я не знаю, есть у тебя прямой ответ на этот вопрос или нет? Сколько это будет стоить? Ян предложил ответ. Он говорит, цена вас приятно удивит. Можешь подтвердить? Цена приятно удивит. Могу только это подтвердить. Я думаю, что мы в ближайшие, до конца недели постараемся уже прайс на эту печку. Ребят, буду откровенен с вами. На рынке сейчас на всем каминном, и не только на каминном, происходят огромные изменения в связи со всем, что происходит там в мире и в регионе, к большому сожалению. Поэтому сейчас рушится логистика, поставки. Уходит огромное количество производителей с рынка, и слава богу, что появляется продукт местный, который можно купить в регионе. И я очень надеюсь, что он будет доступен. В первую очередь речь идет как раз о доступности стекол. Доступность стекол, да, это то, что сейчас может нас сдерживать. Вот мы работаем над этим вопросом. Какое-то количество стекла у нас есть на складе, поэтому в любом случае первая партия там выйдет. Но я боюсь предполагать, на какой срок ее хватит на данный момент на рынке. Итак, друзья мои, если будет достаточно стекол, есть еще некоторые комплектующие, например, там шнуры, какие-то метизы, используются не всегда российские, шнуры точно не используются российские. То есть есть импортная составляющая. Запас шнуров у нас достаточно большой, поэтому за это думаю, можно не переживать. не будем переживать. Основное, что это стекло. Итак, держим пальчики, кулачки. Цена, я понимаю, для всех важна, но вот прямо на сегодняшний день важна еще и доступность. Оставляйте свои комментарии, вопросы. Может быть, кто-то даст отдельный совет по доработке. Почему? Ну, тебя мы уже выслушали. Советы. Доработаем, улучшим. Итак, друзья мои, сколько обойдется эта вещь под ключ, обращайтесь. Степан знает. Всем счастливо. Пока.